Вспышки фотокамер слепят глаза. Сотни журналистов кричат их имена, пытаясь поймать идеальный кадр самой красивой пары Турции. Бурак Ощевид и Фахрие Эвджен держатся за руки. Они улыбаются так ослепительно, что ни у кого в толпе не возникает даже тени сомнения в их абсолютном сказочном счастье. Но стоит им сесть в тонированный майбах и закрыть за собой тяжелые двери, как идеальная картинка рассыпается в прах. Улыбки исчезают с их лиц в ту же секунду, словно по щелчку невидимого выключателя. Воздух в салоне автомобиля становится тяжелым и ледяным. Они не смотрят друг на друга и не произносят ни единого слова за весь путь до своего роскошного особняка. Этот брак, за которым с придыханием следят миллионы подписчиков в Instagram, на самом деле является самой дорогой и красивой тюрьмой в мире. И Бурак – ее пожизненный узник. Как только массивные ворота их дома закрываются, Фахрие молча уходит в левое крыло, в свою спальню. Бурак направляется в правое. Они живут под одной крышей, но между ними пролегает пропасть шириной в целую жизнь. Никакой близости, никакого тепла, только холодный расчет и обязательства, сковавшие их по рукам и ногам. Бурак подходит к панорамному окну своей спальни, наливает стакан виски и смотрит на ночной Стамбул. В его памяти снова и снова всплывает тот самый день, который навсегда перечеркнул его свободу. Городские огни за окном медленно расплываются, сменяясь тусклым светом больничной палаты. Это было 5 лет назад. Аппарат искусственного дыхания издает монотонный, пугающий звук. На белоснежной постели лежит изможденная, бледная женщина. Это мать Бурака. Ее дни сочтены, каждый вдох дается ей с невероятной болью. Бурак сидит рядом, крепко сжимая ее холодную руку, и по его лицу катятся слезы отчаяния. Она с трудом поворачивает голову и смотрит прямо ему в глаза. В ее взгляде смешаны мольба, страх и какая-то отчаянная надежда. «Сынок», — произносит она едва слышным шепотом, — «это моя последняя воля. Я не смогу уйти спокойно, если не буду знать, что ты в безопасности». Бурак готов отдать все, что у него есть, лишь бы она жила, и он умоляет ее не говорить о смерти. Но она крепче сжимает его пальцы. «Фахрие», — с трудом выдыхает мать. «Только она. Женись на ней, Бурак. Она — моя главная мечта. Только с ней ты будешь по-настоящему счастлив. Пообещай мне». Как может любящий сын отказать матери, которая находится в шаге от вечности? Раздавленный горем, ослепленный слезами, Бурак дает это роковое обещание. Он клянется, что исполнит ее волю. Через несколько часов ее сердце останавливается навсегда. Видение растворяется. Бурак снова стоит у окна в своем роскошном, но абсолютно пустом особняке. Стакан в его руке дрожит от нахлынувшей боли и ярости на самого себя. Он не знал тогда, что его мать произносила эти слова не из любви к Фахрие. Он не знал, что за дверью той самой больничной палаты стоял Каан Урганджаглу. Каан – старший брат Фахрие, человек, обладающий безграничной властью, огромными деньгами и полным отсутствием жалости к своим врагам. Человек, который ради своей сестры готов стереть в порошок любого. Бурак вспоминает их недавнюю встречу в закрытом вип-клубе. Каан подошел к нему со спины, положил тяжелую руку на плечо и тихо, почти ласково прошептал на ухо: «Ты ведь помнишь наш уговор, Бурак? Если с головы моей сестры упадет хоть один волос, если она прольет хоть одну слезу из-за тебя, твоя жизнь закончится. И жизнь твоего брата тоже». В этих словах не было пустой угрозы. Семья Фахрие владеет половиной города, и Бурак прекрасно понимает, что Каан может уничтожить его карьеру, его семью и его самого за один день. Фахрие любила Бурака со школы. Это была не просто любовь, это была болезненная, маниакальная одержимость. Она хотела получить его любой ценой. И она его получила, превратив его жизнь в бесконечную фотосессию для глянцевых журналов. Но Бурак больше не может дышать в этой золотой клетке. Каждую ночь стены особняка словно сдвигаются, грозя раздавить его окончательно. Он принимает спонтанное решение.
Бросает стакан на стол, переодевается в простую черную толстовку и натягивает глубокий капюшон. Бурак надевает черную медицинскую маску, полностью скрывая свое лицо. Сегодня он не звезда турецких сериалов, сегодня он просто человек, который хочет глоток свежего воздуха. Он бесшумно минует охрану, выходит через заднюю дверь особняка и растворяется в темных переулках Стамбула. Впервые за долгое время он чувствует странное, забытое чувство свободы. Дождь начинает накрапывать, превращая улицы в блестящее зеркало. Бурак идет быстро, не разбирая дороги, просто наслаждаясь тем, что на него никто не смотрит. Он сворачивает за угол на узкую улочку старого города, где горят тусклые желтые фонари. Навстречу ему быстро идет девушка. В ее руках огромная папка с какими-то эскизами и горячий стакан кофе из ночной кофейни. Она торопится, пытаясь укрыться от усиливающегося дождя. Они не замечают друг друга до последней секунды. Происходит резкое столкновение. Папка выпадает из рук девушки, листы бумаги разлетаются по мокрому асфальту. Горячий кофе проливается прямо на черную толстовку Бурака. «Да что же это такое?» — восклицает девушка, опускаясь на колени прямо в лужу. «Вы вообще смотрите, куда идете? Мои эскизы, а боже, вся работа на смарку». Бурак замирает. Впервые за 5 лет кто-то разговаривает с ним не с обожанием, не с угрозой и не с фальшивой улыбкой. На него просто кричат за испорченные рисунки. Он опускается на корточки рядом с ней и начинает молча собирать мокрые листы. Девушка поднимает голову, чтобы выхватить у него бумагу, и их взгляды пересекаются. Бурак смотрит в ее огромные, полные искренней злости и отчаяния глаза. Это не Слихан. Она не узнает его под маской и капюшоном. Она видит лишь неуклюжего парня в черном, который только что испортил ее недельный труд. А Бурак? Бурак в эту секунду забывает, как дышать. Весь его мир, состоящий из контрактов, угроз Каана и ледяного взгляда жены, внезапно исчезает. «Простите», — хрипло произносит он, не в силах отвести от нее взгляд. «Я все исправлю». Неслихан хмурится, забирая у него последние эскизы. «Вы уже все исправили». «Спасибо за отличный вечер», — резко бросает она, поднимается и быстро уходит прочь под дождем. Бурак остается стоять на коленях посреди мокрой улицы. На его толстовке расплывается пятно от кофе, но внутри него, впервые за долгие годы, зажигается настоящая искра. Он еще не знает ее имени. Он не знает, что эта случайная встреча запустит цепную реакцию, которая сожжет дотла его идеальный брак и поставит под удар жизнь всех, кого он любит. А в это время, в темной спальне роскошного особняка, Фахрие стоит у окна. В ее руках светится экран телефона, на котором мигает красная точка GPS-трекера, установленного в телефоне ее мужа. Она медленно сжимает телефон в руке, и на ее лице появляется ледяная, пугающая улыбка. Охота началась.